Изначально я брал этот фонарик для того, чтобы над ним немножечко приколоться. Во-первых, он стоит полтос, а во-вторых, он полностью пластиковый. Проходил с этим девайсом буквально неделю, оказалось, что он в силу того, что пластиковый, довольно-таки удобный. Но как обстоят дела с теплоотводом и прочим, мы рассмотрим, конечно же, в видео. Дожились на обзоре у часового Nightcore EDC-07. Да, у меня было несколько найткоров, я бы даже сказал больше 5. И, к примеру, Nightcore Tube 2 у меня ровно 2 раза ломался. 2 раза мне его меняли по гарантии, и 3 я подарил. Кстати, я делал на него обзор, если интересно, посмотрите. При этом тип 2 у меня был, он мне понравился, он у меня отлично работал. Про налобники я промолчу, но вот этот EDC-07 интересный. Прежде всего тем, что он пластмассовый, то есть фонарик за 50 баксов сделан полностью из пластика. Основные фишки: он весит всего лишь 70 грамм, светит на 1500, но это, конечно же, в 6000К, а в 3000К он светит на 1000. Он все это еще дело умеет смешивать, ну там что-то среднее получается. Давайте достанем и посмотрим, что же это за фонарь такой EDC-07. Мне кажется, в песочном цвете он выглядит отлично. Кстати, у него IP67, и его можно ронять с 2 метров, скорее всего, потому что он пластиковый. Настоящая китайская гарантия. Что-то важное, что нужно прочитать. И самое интересное в инструкции – это, конечно же, режимы работы. Итак, минимальный режим мой любимый 1 люмен. Дальше есть не совсем минимальный на 15 люмен, средний на 80 и высокий на 300. Это на светодиоде, который выдает 6К, а тот, который выдает 3К, 1 люмен, 11, 55, 220 и в турборежиме 1000. И, естественно, турборежим для 6000К 1500. Нейтральный белый – это что-то среднее, в общем, серединка между этими режимами. Также у нас есть вот такой провод Type-C, USB, с липучкой. Провода у Nightcore хорошие. И какой-то темлячок. Найткоровцы решили: фонарик не сильно дорогой, как для Nightcore, поэтому пошел ты нахрен, сам завяжешь эту веревочку. И самое интересное, это, конечно же, сам фонарик. Итак, у нас есть хорошая черная клипса, практически потайная. Это я уважаю. И есть вот такой вот зарядный порт. В принципе, не сильно он кидается под пальцы и довольно плотно затыкается. Конструкция довольно простая. 2 винта здесь, 2 винта сзади. Я думаю, можно его без проблем разобрать, хотя, подозреваю, здесь еще есть защелки. С обратной стороны у нас есть двухпозиционная клавиша. Но она не тактическая, потому что, насколько я понимаю, прямого доступа к турбо у нее нет. И также есть клавиша, которая изменяет яркость. Снимаем пленочки. И видим вот такие вот светодиоды. Сразу видно, что там есть оранжевый светодиод и желтый. Желтый, естественно, на 6000К, а оранжевый на 3000. Светодиоды называются Quad-Core MCT UHE. Это, собственно, я так понимаю, разработка. В каждом светодиоде стоит 4 светодиода. 2 светодиода теплых и 2 светодиода холодных. Ну и при смешивании получаем что-то среднее, нейтральный белый. Они закрыты мутной линзой, но при этом, как вы видите, все хорошо просматривается. Форма тир-линзы интересная. По идее, световое пятно должно быть равномерное, потому что, видите, вот эти вот волны, они должны все это дело сглаживать, разглаживать. Не будет четко очерченных контуров, и будет световое пятно довольно-таки размазанное, приятное. Что сказать по качеству корпуса? Пластик используется АБС, пластик хороший, приятно он сидит в руке, но опять же это, конечно же, не алюминий. Почему не алюминий? Вот тут вопрос. Был бы фонарик тяжелее, если был бы алюминиевым, или нет? Сверху у нас есть серийный номер для проверки подлинности. И, насколько понимаю, задняя клавиша у нас включает, а передняя клавиша переключает режимы. Вот так выглядит минимальный режим на 1 люмен, а давайте-ка попереключаем цветовую температуру. Вот это теплый режим, как вы видите, по диагонали 2 светодиода. И точно так холодный режим, 2 других светодиода тоже по диагонали. Ну и включено 4 светодиода. В общем, с этим делом мы разобрались. А пока взвесим 71,5 грамма. На 1,5 грамма положили больше Nightcore. А вот с длиной не обманули: 12 сантиметров, толщина 16 миллиметров и ширина 30 миллиметров. По ощущениям фонарик реально легкий, но не короткий, поэтому погнал тестировать. Уже больше недели на кармане EDC-07, и он мне нравится. Он удобно сидит на кармане как внутрь, так и наружу. Второй вариант – это ночной вариант использования. Удобно, например, когда руки заняты и нужно подсвечивать дорогу при выгуле собаки. Ну и скоростные велогонщики видят издалека движущиеся препятствия и не собираются врезаться. Да, нет магнита сверху. Ну и нафиг он нужен. Зато есть двухпозиционная кнопка. Сверху немного нажал, быстро подсветил без фиксации. Или полностью нажал для того, чтобы зафиксировать. Но есть небольшое но. Я бы понял, если бы ей можно было включать турбо или строп. К примеру, фонарь находится в любом режиме свечения, полунажатия,
Включаем турбо, либо же включаем стробоскоп. А желательно, чтобы можно было что-то из этого выбрать. Но нет. Знаете, как включить строб? Сначала нужно знать, как включить Moonlight. А это просто. Зажимаем клавишу переключения режимов. После этого полностью фиксируем включение. Вуаля, у нас Moonlight. Очень удобно, когда две руки свободны. А теперь чуть сложнее. Выключаем, зажимаем клавишу, нажимаем полунажатие, ждем 3 секунды. Стробоскоп. Идеально для самообороны. Да, серьезно, идеально, если, к примеру, этот режим зафиксировать, а он фиксируется. То есть полунажатием, либо полным нажатием вы будете включать строп. Но для того, чтобы иметь строп на быстром доступе и параллельно светить, нужно 2 фонаря. Хотя бы наключенный фонарь, этот стробит, этот светит. Но это как-то звучит странно, правильно? А, здесь есть еще режим SOS. Знаете, как он включается? Зажимаем клавишу в выключенном состоянии, нажимаем полунажатие, ждем. Стробоскоп. SOS. Это максимально хорошо запрятанные режимы. Если они вам не нужны, то вы их случайно точно не включите. Это я к тому, что зачем поставили эту клавишу. Можно было либо фонарь короче сделать, либо больше поставить аккумулятор. А блокировку можно реализовать, к примеру, 3 нажатиями. Раз, два, три. Блокировочка. А строп 2. Раз, два. А Moonlight долгим нажатием. Надеюсь, найткоровцы меня слышат и сделают такой вариант. Ладно, больше придираться не буду. Дальше пойдут одни плюсы. Из плюсов это, конечно же, изменение температуры свечения. 3000 кельвинов – 97 кри. 6500 кельвинов – 73 кри. И мой любимый – 4500 кельвинов – 83 кри. На мой взгляд, это идеальный вариант, хотя кри у него якобы меньше, но глазу цвета как-то приятнее. Вот, к примеру, так он светит при паразитной засветке. Режимы переключаются по очереди и в каждом меняют цветовой тон. Обратите внимание, как передается цвет забора и листвы. А сам свет хорошо рассеян и дает мягкое пятно по центру и плавное затухание к краям. И довольно широкий угол засвета. Если брать весь видимый угол, то приблизительно 160-170 градусов есть. И это отличный вариант как для фонарика на EDC. И тут, конечно же, возникает вопрос, а как этот фонарик светит в режиме турбо? Врубаем и ждем. Где-то на 23 секунде он теряет около 10% яркости. И далее каждые 10 секунд он приблизительно 9-10% теряет. Но на 1 минуте остается все еще больше, чем 50% яркость. На минуте 20 секунд 50%. А вот если еще немножечко подождать, то на 2 минуты 45 секунд яркость падает в 3 раза. И дальше я не замерял, вернее замерил до 3 минут, а дальше перестал, так как яркость уже упала до высокого режима, а собственно это уже не турбо. Да, измерял я на режиме 4500 кельвинов, потому что 4 ядра задействованы. Для 3000 кельвинов это будет где-то плюс 10%, а для 6500 кельвинов минус 10%. По времени работы это приблизительно, но это уже не так интересно. А для тех, кто любит график, вот таким образом это все выглядит на графике. И это неплохой вариант даже для алюминиевого корпуса. Оказывается, внутреннего радиатора вполне себе достаточно, чтобы отводить тепло для турборежима. А можно ли его использовать, к примеру, для велосипеда? Конечно же можно. Закрепляете вот в такое копеечное крепление, вернее баксовое или двухбаксовое. И он просто идеально держится за счет того, что он легкий, а крепление резиновое. Идеальное сочетание, и можно использовать, если у вас нет нормального велофонаря. Как вы видите, вполне себе нормально освещает дорогу, и с этим можно ехать. Конечно, можно поставить в память режим строба и шугать каких-то проезжающих велосипедистов без света, как некоторые делают в комментариях. Но я крайне так не рекомендую делать. А можно ли его использовать как налобный? Конечно же можно. Берете вот такое одно двухбаксовое крепление, закрепляете, это даже по цвету подходит, и за счет того, что он весит всего лишь 70 грамм, отлично держится на голове и можно использовать как налобный фонарик. Как вы видите, практически любой фонарик можно использовать универсально. Из-за чего я показываю на этом фонарике, потому что он легкий, и если вы подцепили фонарик 150 грамм на такое крепление, он бы вам упал на ухо, а 70 грамм держится отлично. Вначале я сказал, что его можно разобрать здесь. 4 винта? Да, конечно, можно. А зачем? Хотя, если 1000 человек лайкнет, я пойму, что это кому-то интересно и, конечно же, разберу. Но, так как здесь по центру идут явно защелки, явно силиконовые проставки, потому что здесь IP67, я не уверен, что это IP останется. А сейчас с этим делом все отлично, и в воде он себя ведет так же хорошо, как и на воздухе. Для тех, кто любит все мыть и все пачкать, просто находка.
И чтобы еще раз оценить, как передаются цвета, вот, к примеру, таким образом он светит на детской площадке. На каждом режиме яркости я циклично перебираю цветовую температуру. И на полной яркости реально видно отличие в яркости, потому что на 3000 кельвинов это у нас 1000 люмен, а на 6500 это уже у нас 1500 люмен. Что еще о нем рассказать? Да, он может вот так стоять и светить вверх. А еще он может светить в лес. Тут интересно распределение света. Мягкое центральное пятно и нет пересветов по бокам. Хорошо получилось у Nightcore сделать световое пятно. Вы поняли, что фонарик мне понравился, и я его оставляю себе как летний EDC. Если вам нужен просто легкий, универсальный, плоский фонарик, который не мешается в кармане и меняет температуру свечения, категорически рекомендую, брать можно. Чуть не забыл самое главное, у него же есть темляк. Но зачем он нужен этому фонарю, не совсем понятно. Он есть, в общем, если вам нужен темляк, то он есть.